Осень, холода, время соплей и простуд. Вот вам рецепт лекарства от всех болезней и недугов. Да, сейчас вообще коронавирус вылечишь. Слышь, ты точно оператор? Да, все, снимаю. Ваше здоровье. Побежали витаминчики. Держите рецепт. Итак, для капусты по-грузински нам понадобятся яблоки, капуста белокочанная, свекла обыкновенная, сельдерей обыкновенный, острый перец и чеснок. Капусту мы рубим на крупные дольки, так, чтобы из одного кочана получилось 6-8 долек. Капусту я, кстати, привез из Норвегии, возвращаясь с подводной охоты на Лофотен. Там в последний четверг сентября отмечают праздник Фореколь, что дословно переводится как «баранина в капусте». И поэтому весь сентябрь и октябрь цены на капусту и баранины практически дармовые. Сельдерей кромсаем по-крупному. И как все остальные ингредиенты, укладываем в отдельную посуду. 1 стручок на 1 килограмм капусты. Я так думаю. Свеклу режем кольцами. Толщина колец значения не имеет. Она нужна нам для красивого цвета и сладости в рассоле. Ну и чтобы пятна на одежде потом не отстирывались. Яблоки я использую твердый сорт, зимний. Как свеклу нарезаем кольцами. Чеснок мы очищаем от кожуры и для большего аромата давим ножом или любым другим тупым предметом, который найдете на кухне. На килограмм капусты нам понадобится 3-4 зубчика. Острый перец. Бросаем целиком или рубим по-крупному, как я на видео. Пропорцию выбирайте сами. Я использовал 1 перчик на 2 килограмма капусты. В ступку закидываем кориандр, семена укропа, черный перец и легкая поправка от меня — розовый перец. Все измельчаем, но не в песок. Приправу можно подбирать по вкусу, как кому больше нравится. В отдельную миску мы насыпаем соль. Я использую обычную поваренную. Также нам понадобится сахар. Соотношение соли и сахара 4 к 1. То бишь на литр воды 2 столовые ложки соли и 1 чайная ложка сахара. Для приготовления рассола нам понадобится кастрюля. Так как емкость для капусты у меня большая, кастрюля для рассола мне нужна будет побольше. В моем случае это 5-литровая кастрюля, или любая большая кастрюля, которую вы найдете дома. Пропорции соли и сахара я умножаю на количество литров. Емкость для хранения капусты мы засыпаем ингредиенты. На дно мы укладываем чеснок, свеклу, острый перец, сельдерей. После этого слоями укладываем в нее капусту. Первый раз эту капусту я попробовал в гостях у моего близкого друга еще в школе. С того времени прошло много лет, но мне все никак не надоест этот деликатес. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тетю Гаяну за этот рецепт. В нем, конечно, появились новые доработки, но, как я говорил, выбор специй и пряностей сугубо индивидуален. Капусту укладываем слоями. В моем случае у меня получилось 18 кочанов капусты. Емкость я выбрал 50-литровую. В конце засыпаем оставшийся чеснок. Вот так вот колечками засыпаем, чтобы каждой капустке любви досталось. Засыпаем остатки сельдерея.
приправ. После того, как наша бочка наполнена, заливаем в нее рассол. Мне понадобилось 10 литров на весь объем моей бочки. В конце не забудьте про яблоки. Как я еще раз говорил, яблок нам понадобится немного, чтобы не добавить в брожение свои нотки. Ложим груз или придавливаем чем-то, в моем случае это 2 тарелки. В этом рецепте мы не добавляем в рассол никакого уксуса, поэтому все получается натурально и вкусно, как у бабушки дома. Бочку мы ставим в темном, сухом, теплом месте и убираем ее на хранение на неделю. Прошла неделя. Открываем бочку и смотрим результат. Цвет капусты говорит о ее готовности. Если капуста прокрасилась равномерно и все ингредиенты в ней выглядят готовыми, то можно подавать ее на стол. В этом рецепте съедобно абсолютно все, даже рассол, как лучшее лекарство от похмелья. Эта капуста займет достойное место на любом столе, в любых посиделках. Дорогие друзья, надеюсь, этот рецепт вам понравится и будет радовать вас и ваших близких теплыми зимними вечерами. Кстати, чтобы капуста не скисла, храните ее в прохладном месте. До новых встреч, будьте здоровы!